Новый виток напряженности на Ближнем Востоке. Израиль наносит мощные удары по столице Сирии. Сообщается, что ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по Дамаску, действуя через воздушное пространство над провинциями Хомс, Хама и Латакия. Эти удары стали частью расширяющейся военной операции в регионе. На происходящее оперативно отреагировала Турция. Ее истребители вошли в сирийское воздушное пространство, передав сигналы израильским пилотам с требованием покинуть зону. Также были предприняты меры по созданию радиопомех. Тем временем в Израиле, согласно утечкам, ведется работа над списком ключевых объектов на территории Сирии, которые могут стать целями в ближайшей перспективе. В том числе речь идет о военной и правительственной инфраструктуре. Армия обороны Израиля нанесла удар по одной из вооруженных группировок, которую в Иерусалиме обвинили в подготовке нападения на друзскую общину в сирийской провинции Дамаск. Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Каца. По их словам, операция была превентивной и направлена на предотвращение угрозы. Израильская сторона подчеркнула, что таким образом было передано серьезное послание сирийским властям. Нетаньяху и Кац выразили ожидание, что Дамаск примет меры для обеспечения безопасности друзского населения. По информации израильской стороны, целью предполагаемого нападения была дружественная община в районе Сахная под Дамаском. «Мы не позволим причинять вред друзам в Сирии. Это часть нашей глубокой приверженности друзской общине в Израиле», говорится в заявлении. Между тем, по данным телеканала Сирия ТВ, 29 апреля в районе Джарамана, неподалеку от Дамаска, произошли вооруженные столкновения. Погибли, по предварительным данным, 13 человек, включая 2 сирийских офицеров. Позже беспорядки перекинулись на районы Сахная и Ашрафия-Сахная, где также были зафиксированы нападения и еще 11 погибших среди силовых структур. Представитель местной общины Ашрафия-Сахная Тамер Рафаа заявил в интервью, что участники нападения не были связаны с известными группировками. Он призвал правительство вмешаться для стабилизации ситуации и защиты мирных жителей. По сообщениям СМИ, беспорядки начались после распространения аудиозаписи с оскорбительным содержанием в адрес пророка Мухаммеда. Автором записи посчитали одного из членов друзской общины, однако он опроверг свою причастность, заявив, что голос на записи ему не принадлежит. Несмотря на это, напряженность продолжает расти. Отметим, что кроме всего этого Израиль нанес удары по цели возле президентского дворца в Дамаске. 2 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили нанесение удара по цели в районе президентского дворца в сирийской столице Дамаске. В совместном заявлении Нетаньяху подчеркнул: «Это четкий сигнал сирийским властям. Мы не допустим развертывания сирийских войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы друзскому сообществу». Он добавил, что целью операции было предотвратить нападение на друзов, одно из меньшинств, проживающих вблизи Дамаска. По информации Reuters, Израиль уже 2-й раз за несколько дней наносит удары по Сирии, что подчеркивает растущее недоверие к временным властям Сирии, возглавляемым Ахмедом Аль-Шараа. Соединенные Штаты также решительно осудили насилие в отношении друзского меньшинства в Сирии. По словам представителя Госдепартамента США Тэмми Брюс, сирийские власти должны прекратить боевые действия и сосредоточиться на политике укрепления стабильности в стране. По данным BBC, в окрестностях Дамаска произошли ожесточенные столкновения между исламистскими вооруженными группировками и друзами, религиозным меньшинством Сирии. В этой ситуации вмешались внешние акторы, включая Израиль, который провел авиаудары для защиты мирного населения друзов. В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы сирийской администрации Ахмед Аш-Шара охарактеризовал авиаудары, нанесенные в ночь на пятницу по территории рядом с президентским дворцом в Дамаске, как опасную эскалацию. Заявление с его оценкой событий было опубликовано канцелярией Аш-Шараа. В нем отмечается, что удары рассматриваются сирийской стороной как угроза дальнейшему обострению ситуации с безопасностью в стране. Аш-Шараа выразил обеспокоенность происходящим и обратился к международному сообществу и арабским государствам.
с призывом содействовать деэскалации и поддержанию региональной стабильности. По последним данным, израильские авиаудары были направлены по объектам группировки Хаят Тахрир аш-Шам в районе Идлиба, близ турецкой границы. На сегодняшний день по Сирии нанесено более 20 авиаударов в Дамаске, Хаме, в Идлибе и Дара. Турция начала глушить радары и GPS-сигналы в Дамаске. Кроме того, Турция подняла свои истребители в воздух, чтобы предупредить Израиль. Ситуация в Сирии продолжает развиваться. Израиль уже нанес несколько ударов по Дамаску. Россия подняла свою авиацию в воздух во время бомбардировок, но причины пока остаются неясными. Турецкие истребители направили предупреждающие сигналы израильским самолетам в сирийском воздушном пространстве, но пока ограничились только предупреждениями. Кроме того, одно судно ВМС Израиля вошло в территориальные воды Сирии, а эскадрилья израильских самолетов вновь вошло в воздушное пространство Сирии. И это уже третья ротация. На этом фоне израильские военные призвали Нетаньяху начать войну против сирийского режима. На фоне обострения ситуации в Сирии в Израиле усиливается давление на руководство страны. Согласно сообщениям израильских СМИ, сотни военнослужащих Цахала, включая офицеров, обратились к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с письмом, в котором выразили обеспокоенность действиями сирийского режима. Они призвали к более жесткому ответу на происходящее и заявили о готовности лично вмешаться, если угроза друзской общине сохранится. В то время в Сирии, по сообщениям местных источников, вспыхнули протесты в районах, населенных друзами. Один из представителей движения заявил, что страна изменится коренным образом, если требования протестующих не будут услышаны. Ранее Биньямин Нетаньяху уже подчеркивал, что в случае угрозы массового насилия в отношении друзов Израиль будет готов нанести удар по сирийской инфраструктуре. В сирийских провинциях Сувейда и Дараа усиливаются протесты друзской общины. По сообщениям местных источников, происходят силовые столкновения, в том числе с применением оружия. Сирийские силовики проводят операции в протестных районах, что вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества и правозащитников. Один из лидеров протестов заявил: «Мы готовы бороться за свои права». Обострение ситуации вызывает вопросы не только гуманитарного характера, но и стратегического. Наблюдатели обсуждают, предпримет ли Израиль активные меры или ограничится дипломатией, как это было в 2011 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее подчеркивал, что в случае серьезной угрозы друзской общине Израиль рассмотрит возможность целевых ударов по объектам, связанным с сирийским режимом. В экспертных кругах обсуждается возможность создания зоны безопасности вдоль северной границы, что позволило бы усилить стратегический контроль и стабилизировать регион. В условиях нестабильности на юге Сирии такой шаг может рассматриваться как способ защитить как друзов, так и собственные рубежи. Некоторые аналитики считают, что текущая ситуация может открыть окно возможностей для изменения баланса сил на границе. Последние события, связанные с акциями друзского ополчения, происходящими не только в Сувейде, но и в окрестностях Дамаска, указывают на нарастающее противостояние. В этих районах идут активные боестолкновения между друзскими вооруженными формированиями, поддерживаемыми Израилем, и силами безопасности, лояльными радикальным силам Дамаска. По последним данным, несколько сотен представителей друзской общины Израиля вышли на протесты, выражая недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны Израиля в отношении сирийских друзов, которые стали жертвами новой фазы репрессий со стороны радикального сирийского режима. Министр обороны Израиля отправил жесткий ультиматум сирийскому лидеру Ахмаду Хусейну аш-Шараа, ранее более известному как Абу Мухаммед аль-Джалани. Что это значит? Ситуация в регионе продолжает обостряться. В то же время в Хомсе и других населенных пунктах продолжаются боевые действия, создавая дополнительные сложности для местного населения. Различные этнические и религиозные группы сталкиваются с угрозами и насилием. Международные правозащитные организации фиксируют рост нарушений прав человека, что добавляет напряженности в уже нестабильную обстановку.
Под давлением США было объявлено о соглашении между сирийским правительством и курдской автономией, касающемся интеграции их гражданских и военных структур в состав сирийского правительства. Однако не все так просто. Курдские партии пытаются выработать общее видение будущего Сирии, включая возможность федерализма. Сирия стоит на грани новой гражданской войны. Многие религиозные меньшинства выражают тревогу по поводу действий радикального режима, поддерживаемого Турцией, страной, в истории которой значится трагедия геноцида армян в начале XX века, признанного большинством ведущих мировых держав. Этот исторический фон усиливает напряженность вокруг происходящего. Оставляйте свои комментарии под видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе главных мировых событий и новостей нашего региона.